Всем привет, это Денис, и вы на канале Дэн Электро. Сегодня я хочу попробовать сделать необычный эксперимент. Он будет заключаться в том, что я возьму компьютерный блок питания и добавлю в него еще один трансформатор. Видео сделано для ознакомительного просмотра. Я просто хотел показать то, что интересно мне, что из этого вышло, и я никого не заставляю повторять за мной. Чтобы легче понять, как я это сделаю, надо использовать схему. Здесь упрощенно изображен трансформатор блока питания с выпрямителем. Это первичная обмотка, а это вторичная. На самом деле у вторичной обмотки, конечно, выводов больше, так как там есть и 12 вольт, и 5, и у каждого из этих напряжений есть свои конденсаторы, свои диоды и дросселя. Но так как мы туда не полезем и не будем вмешиваться в работу этого трансформатора, то и схему я нарисовал там очень упрощенно. Второй трансформатор к блоку питания будет подключаться очень просто. Его первичную обмотку мы подсоединим параллельно первичной обмотке трансформатора, который стоит в блоке питания. Когда включится блок питания, ток пойдет сразу на два трансформатора. Вот так выглядит трансформатор, который я добавлю в схему блока питания. У него имеется 9 выводов, 2 первичной обмотки и 7 вторичной. Этот жгут из нескольких проводов, которые называют коса, является средней точкой вторичной обмотки. На схеме он всегда указан как земля, но для простоты понимания будем называть его просто минусом. У трансформатора, который находится на блоке питания, тоже надо найти вывода первичной и вторичной обмотки. Вывода первичной обмотки у меня находятся здесь. Теперь надо сделать следующее. Взять два провода и припаять наш трансформатор параллельно первому трансформатору. Не обязательно припаивать, как на картинке, левый контакт к левому, а правый к правому. Ток у нас переменный, поэтому здесь разницы абсолютно никакой нет. Свои провода я припаял на те же полигоны, к которым подключаются ножки трансформатора блока питания. У меня получилось вот так. Сильно толстые провода можно не делать, но и тонкие лучше не брать, иначе будет просадка напряжения. Теперь посмотрим, работает ли наш новый трансформатор. Сначала включаю блок питания через страховочную лампочку. Каждый раз, даже после самой минимальной переделки, не забывайте так делать. Лампочка моргнула и потухла. Так и должно быть. Теперь беру минусовой провод и подсоединяю его к зеленому проводу на разъеме ATX. После этого схему оставляю включенной на минут 5 и попутно смотрю, нагреваются какие-нибудь детали или нет. В идеале все должно быть холодным. Хоть трансформаторы с виду и почти одинаковые, но рабочая частота у их блоков питания может быть разной. Если частота этого блока питания значительно выше той частоты, на которой работал этот трансформатор, то он может нагреваться, даже на холостом ходу. Для того, чтобы понять, работает наш новый трансформатор или нет, и есть ли какое-то напряжение на его выводах, надо собрать небольшую схему. Это простой однополупериодный выпрямитель. К примеру, я взял диод FR107, резистор на 1 кОм и конденсатор на 400 вольт 10 микрофарад. Минус этого выпрямителя подключается к средней точке вторичной обмотки трансформатора, к косе, грубо говоря. К выходу выпрямителя подключается вольтметр. Затем каждый вывод вторичной обмотки по очереди надо подключать к аноду выпрямительного диода. Таким образом, при помощи вольтметра мы узнаем, на каком выводе присутствует какое напряжение. Диод нужен высокочастотный, высоковольтный, но можно взять на маленький ток. Конденсатор тоже желательно взять высоковольтный. Его емкость должна быть от 1 до 10 микрофарад. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось
и что мы здесь найдем. Как и на схеме, минус однополупериодного выпрямителя я уже подключил к косе. Прикладываю щуп на первый вывод. Трансформатор работает и даже выдает какое-то напряжение. Вольтметр показывает 8,5 вольт. На втором точно так же. И на третьем и на четвертом примерно то же самое. А вот на последних двух выводах напряжение гораздо больше. Почти 20 вольт. Это очень хорошо, но вместе с тем очень странно. Почему на тех выводах, где должно быть 5 вольт, напряжение 8,5, а там, где должно быть 12, почти 20. Если среди зрителей есть люди, которые знают ответ на этот вопрос, то напишите в комментариях. Теперь, когда я нашел те вывода, где должно быть 12 вольт, но по факту оказалось гораздо больше, можно собрать полноценный выпрямитель. Для этого к выводам я припаял диоды шотки. Это сборка из двух диодов с общим катодом MBR 20100 CT на 20 ампер 100 вольт. Диоды прикрутил на массивный радиатор. Затем добавил батарею из конденсаторов общей емкостью в 1500 микрофарад и параллельно припаял резистор на 1 кОм. Напряжение каждого конденсатора около 200 вольт, хотя можно взять поменьше, на 100 или 63 вольта. На схеме это будет выглядеть вот так. Я припаял новую часть схемы к блоку питания и теперь также включаю его через страховочную лампочку. Блок питания запускается, и мультиметр сразу показывает 26 вольт. Это напряжение со вторичной обмотки нашего нового трансформатора. Так как у нашего трансформатора нет обратной связи с шим-микросхемой, поэтому напряжение на его выходе не стабилизировано. Оно будет постоянно скакать и зависеть от входного напряжения и от нагрузки, прям как в обычном железном сетевом трансформаторе. Сейчас я убираю лампочку, которая стоит на входе блока питания. Теперь на блок питания без нее пойдет больше напряжения. И как видите, на выходе напряжение тоже увеличилось. Оно стало не 26, а 27. Еще для того, чтобы напряжение под нагрузкой меньше проседало, я нагружу 5-вольтовую линию резистором. Для этого использую 5-омный резистор на 5 Вт. При его подсоединении напряжение тоже немного возрастает. Теперь настало время испытать наш новый трансформатор под нагрузкой. Здесь находится блок питания, здесь новый трансформатор, а между ними кулер для обдува. Мультиметр показывает напряжение на выходе блока питания, а этот стрелочный амперметр – ток нагрузки. За кадром находится электронная нагрузка, ею и буду нагружать блок питания. Резистор на 5-вольтовую линию еще не подсоединен. Подсоединяю его, и напряжение немного возрастает. Начинаю увеличивать нагрузку. При токе в 2 ампера напряжение просело примерно на 2 вольта. Это чуть больше 50 Вт. В этом месте я хочу показать, как работает блок питания без нагрузочного резистора. Я его сейчас отсоединил, и смотрите, как упадет напряжение. С 26 вольт напряжение упало до 24, а при дальнейшей нагрузке без этого резистора напряжение будет падать еще сильнее. Поэтому в таких случаях всегда лучше работать с ним. Нагружаю блок питания дальше. С увеличением нагрузки напряжение также потихоньку продолжает проседать. 25 вольт 4 ампера. Это 100 Вт.
Почти 24 вольта, 7 ампер. 170 ватт. Довольно неплохой результат. При такой мощности блок питания нагревается не сильно, а вот новый трансформатор почему-то очень быстро начинает нагреваться. Причем на ощупь кажется, что нагревается его первичная обмотка, которая находится снаружи. Возможно, конечно, дело в тонком проводе первичной обмотки, хотя трансформатор не выглядит таким уж и маленьким. Хотя, возможно, нагревается и вторичная обмотка, ведь я нагружаю 12-вольтовую линию, а в таких блоках питания она обычно рассчитана на 8, 10 или 12 ампер. В общем, в ходе испытаний я выяснил, что для такого трансформатора в таком состоянии оптимальный ток в 5-6 ампер. Так трансформатор греется не сильно. Но я не исключаю, что если трансформатор будет побольше от более мощного блока питания, то он будет нагреваться поменьше. Но ненадолго нагрузку можно сделать и больше. Вот, к примеру, сейчас 8 ампер 23 вольта. Это 185 ватт. Как видите, эксперимент завершился удачей. Два трансформатора с одного блока питания работают хорошо. И таким образом даже получилось получить неплохую мощность при напряжении больше 20 вольт. Хотя, конечно, плохо, что под нагрузкой напряжение сильно проседает. Также имейте в виду, что защиты от короткого замыкания теперь нет. Вернее, на стандартных линиях блока питания все работает точно так же, как и раньше. А вот провода, идущие с нового трансформатора, между собой замыкать нельзя, иначе произойдет взрыв. Поэтому при работе будьте очень внимательными. Но все равно для питания каких-то лампочек, моторчиков или аудиоусилителей такой способ вполне подойдет, если для их работы требуется больше 20 вольт, а у вас под рукой только компьютерный блок питания. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Задавайте вопросы в комментариях, если кому-то что-то непонятно. И всем пока.